Опять Донецк, опять обстрелы, опять мнение местных. Вот мне последние пару дней забрасывают такие вопросы, как бы, а почему ты не берешь интервью у местных в Марьинке? Вот они бы там рассказали, ребята, так я готов, только они не готовы, почему-то. И вообще, я уже говорил не раз, мне очень странным кажется то, что на неоккупированной территории люди или не общаются, или посылают матом украинских журналистов. Понятно, у них мозги промыты российской пропагандой. Но ведь на неоккупированных территориях уже украинские СМИ работают. Что, плохо работают или не принимается их правда? Вот просто вопрос. Странно ведь, действительно странно, а? Правды не говорить. Я не говорю, что лично вы. Не надо мне сама. Вот почему правды не говорят? Ну что здесь творится? Кто стреляет? Почему ночью спать не дают? Почему всю ночь палят? Вот вы сняли, показали высшей элите, а те посмотрели, что показать, что не показать. Как понимать? Я не молодой человек, я немножко и не дурак, во-первых. Я вижу, что то, что происходит, факты не показывают. Все, точка. Я на вам, я не говорю, что вы же общаетесь с такой лицом, со всеми журналистами, со всеми корреспондентами. Говорит, давайте факты будем показывать. И почему? Почему Порошенко? Он сказал, я откажусь от своего бизнеса во время президента. Он за это время в 7 раз увеличил свои подоходы. Почему? А? Это я хотел бы знать. И кому, кому чтобы помогли нам? Кто может нам помочь? А? Это когда? Ночью или когда? Вот, да, 7-й этаж, видите? Вот туда тут снаряд залетел и полностью все выгорело. Не то слово. Не то слово. Вы же видите, все побито. Под осколками живем. А куда уезжать? Куда нам уезжать? Если бы у меня было за что уезжать, если бы нас взяли, сказали, мы вас эвакуируем. Вот, давайте мы вас перевезем, и вы будете там жить. А куда нам уезжать? Мы за 1000-ную пенсию, мы снимем квартиру, если квартиры по 4500. Куда нам ехать? Как нам быть? Нам же даже никто не предлагает. А вы, если хотите, вон, можете обойти, на доме лежит вот эта дура. Вот здесь вот. Вот такая вот. Летела, когда 9 месяцев. Это самое. Оттуда все летит. Вон она осколок летит. Вот. Летела с аэропорта. Знаете, честно вам сказать, с чего она началась? Вот как бы с ничего она началась. Самое первое, это вот 26 мая, когда начали бомбить. Вот буквально только избрали президента, и сразу вот в аэропорту, что здесь творилось. Это просто ужас. Понимаете, тут как начали авиацией бомбить. Тут такое было, что это, понимаете, тот самый первый день, который он никогда в жизни не выйдет с этого самого. Так вот все говорят, да, вот почему вы не уехали? Вот именно потому, что мы живем на этой земле, и уехать некуда. Наше жилище здесь, все. Кому я нужна в этом возрасте, я поеду. Куда бы ты ни поехал, на тебя смотрят, как ты все равно не удел какой-то. Вот приехали сепаратисты. А на самом деле, какие мы сепаратисты? Мы всю жизнь пропахали, всю жизнь проработали. Стаж имеем такой. Заработали эту 1000-ную. Теперь же удерживать, НАТО удерживает, понимаете? Даже это, что мы получали, и то даже не... с моей пенсии 230 или вот так вот. Получается, как работающий пенсионер. Да, а мужа пенсия, вот у него 1438, а минимально, как они считают, 1423. То есть у него 14 гривен с копейками забирают, хотя он не работает и перенес операцию на сердце, и мы на препараты, все его пенсии не хватает. А кому мы нужны? Нас просто пустили на... Вот. Я считаю, что только мирным путем можно к чему-то прийти. Ведь они Украина, мы Украина. Мы точно так же плачем за тех ребят, которые тоже гибнут. Ведь они же тоже чьи-то сыновья, чьи-то мужья, чьи-то... У нас нет ненависти к тем людям. Почему они нас так везде презирают, что мы вот как бы Донбасс, то есть это сепаратисты. Какие мы сепаратисты?